Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я вам предлагаю изучить неизученные аномалии России. По крайней мере, как минимум одного из этих регионов аномальных. Друзья, как вы знаете, я давно сотрудничаю с Synthesit. Сейчас у них очень серьезная распродажа. Скидка до 40% на всю продукцию перед праздником 8 марта. Но акция очень короткая, только до 10 числа. Поэтому, кто не пробовал, рекомендую воспользоваться возможностью, так как такие акции у них очень редко происходят. Кто не знает, Synthesit — это биодобавка на основе железа с очень большой эффективностью. Препарат способствует улучшению кровообращения, увеличению энергии и общего самочувствия. Эффекты подтверждены как исследованиями, так и отзывами. Это снижение холестерина и возрастных ферментов АЛТ, АСТ, повышение активности, которая работает на клеточном уровне, улучшение реологии крови, микроциркуляции и ее разжижения, помощь сердечно-сосудистой системе, нормализация железа в крови. У них более 500 видеоотзывов на канале и порядка 10 серьезных исследований. Всем рекомендую их почитать, так как, возможно, найдете для себя очень полезные свойства. Все ссылки в описании под видео. В 1999 году башкирские ученые нашли огромную каменную плиту с изображением местности, сделанным неизвестным способом. Это самая настоящая рельефная карта, примерно такие есть у военных. Называется она Чандарская плита, и вполне вероятно может даже является первой картой всей Земли, потому что она сделана необычным способом. Но факт остается фактом, что на ней отмечены гигантские каналы большой протяженностью, и были обозначены ромбовидные площадки, предназначение которых тоже непонятно. Площадки эти были гигантского размера. Вот примерное место расположения этой площадки, одной из них. Меня оно очень заинтересовало, потому что этот регион просто наполнен необычными аномальными явлениями, которые практически никто никогда и не изучал, просто иногда фиксировали. И находится он в интересном месте между Уральскими горами и Самарой. Именно это самое большое место концентрации этих аномальных явлений. То есть горы Жигулевские, Уральские. Плюс в предыдущих видео удалось объяснить, почему эта площадка там находится, что скорее всего это именно космопорт прошлых цивилизаций. Об этом говорит и место, с которым оно рядом расположено. То есть Самара. То есть если Ас — это бог, живущий на земле, то Са — это боги небесные. То есть, скорее всего, это сохранилось в названиях связь этого места как раз с небесными понятиями. Плюс стоит Самара на реке Ра. То есть река Ра — это небесный чистый поток, опять же первозданный свет. То есть все это указывает на то, что это место сакральное с древнейших времен. И что вполне вероятно как раз это и был космопорт. Почему там множество как раз невероятных явлений, плюс он связан был и с подземными цивилизациями Земли. Я уже в предыдущем видео показывал космопорты прошлых цивилизаций, то есть это как раз перспективное место для изучения именно в этом направлении. Все ссылки на материал, как всегда, будут под видео и в конце видео в заставках. Переходите и ознакомьтесь, кто первый раз. Но нас интересует, что опять же с Жигулевскими и Уральскими горами связано много легенд про подземных старцев, которые живут внутри этих гор, Уральских, Жигулевских и многих других. Это таинственная каста отшельников, живущих в пещерах и обладающих скрытыми знаниями, а также удивительными способностями. Внешне они выглядят благообразными седыми старичками, которые могут неожиданно появляться и исчезать на глазах у путника. То есть они проявляют свои, скажем так, техномагические способности, то есть магические способности — это то есть высокие технологии, которые нам пока не понятны. Так, есть легенда про белого колдуна Жигулевских гор, который создавал магические чудеса. Одно из них — удивительная летающая лодка, светящаяся в темноте, на которой маг не раз совершал свои полеты над горами, чем сильно удивил людей. Потом он придумал вечные часы с колокольным звоном, которые можно было заводить только раз в 100 лет. Но самое интересное, конечно, что он придумал волшебную печь, которая могла превращать камни в золото. Но люди попытались эту печь использовать, скажем так, незаконными способами,
и его ученик погиб, и погиб так, что такое ощущение, что печь была, мягко говоря, радиоактивной. То есть множество чудес. Причем меня привлекло вот эта вот удивительная летающая лодка светящаяся, потому что я подобные светящиеся длинные объекты видел по всему миру, когда искал как раз информацию по входу в полость Земли, то есть под землю. И мы увидели, что когда эти лодки попадают под землю через жерла вулканов, и действующих, и потухших. Поэтому ничего удивительного, что в горных массивах Жигулей, Уральских гор есть подобные сведения. То есть очень похоже, очень подобные лодки летают и сегодня, да, летают. Ну, продолжим. Так, например, описываются эти загадочные подземные отшельники в романе «В лесах Мельникова». Кирилловы горы расступаются, выходят старцы лепообразные в пояс, судоходцам поклонятся, просят свести их поклон заочный братьям Жигулевских гор. Стоит добавить, что Кирилловы горы находятся в Нижегородской области, у святого озера Светлояр, которое тоже считается одним из наиболее ярко выраженных аномальных зон России. Но в чем тут суть? То есть горы, опять те же старцы, опять выход из-под земли, опять эти техномагические способности. Передавайте привет нашим братьям. Но, опять же, в 19 веке фольклористы обратили внимание на то обстоятельство, что большинство былин из Казани, Самарского края, сходятся на одном и том же легендарном персонаже. Хозяйки или волшебницы Жигулевских гор. То есть не только мужчины, но и женщины-волшебники живут под горами, то есть в полостях, которые находятся под землей. И обладают, скажем так, техномагическими способностями. Плюс с хозяйкой этих мест связывают и некоторые другие феномены здешнего фольклора, в частности, так называемый мираж мирного города. Согласно легендам, иногда в утреннем тумане представлялось необыкновенное видение. Оно выглядело как фантастический город со старинными домами, башнями и крепостными стенами, словно бы висящие в воздухе на фоне туманной дымки. Ну, я делал уже видео про летающие города Олимпы, и так как это место, скажем так, сакральное с древних времен, плюс здесь когда-то был космопорт, почему не может существовать либо скрытый город, либо наоборот летающий город, который виден только при определенных условиях. Причем здесь количество миражей гигантское, что видели люди, то есть это как и целый город, так и отдельные строения. Вполне возможно, что это и хрономиражи. Так, первый мираж мирного города официально зафиксирован в 1636 году. В своей книге ее упомянул Адам Олерай. Он назвал это явление как раз крепость Пяти Лун, Белая Церковь, Фата Моргана и так далее. То есть это вполне возможно и другие миражи, других типов. Известный, например, мираж Храм Зеленой Луны, то есть какая-то башня гигантская. Водопад слез, который народная молва привязывает к известному роднику Каменная чаша. То есть множество аномальных событий, то есть были ли они когда-то здесь, или они до сих пор скрыты техномагическими устройствами, ну иногда вот складываются такие обстоятельства, что их можно увидеть. Это вопрос, конечно, открытый и требует дальнейшего изучения. Но такие миражи чаще всего проявляются близ Молодецкого и Усинского курганов, а также озер, что раскинулись между селами Мордово и Брусяны. Те, кто видел эти миражи, рассказывают, что он напоминает сказочный замок с белой крепостной стеной и с башенками, на которых развиваются белые флаги. В 1974 году в сборнике «Жемчужины Жигулей» о мираже говорится так. «И когда встает на востоке над Волгой солнце, становятся видны над рекой дворцы и стены мирного города. И стоит он по-старому и ждет, когда его богатство людям понадобится». Перед вами иллюстрация из книги чудес из Аусбурга, то есть тоже летающий город, тоже в облаках. То есть вопрос остается открытым. Это строение из прошлого или просто летающий город, который до сих пор существует и парит, и ждет действительно своих первооткрывателей. Вот эта фотография одного из молодецких курганов. Тоже здесь множество курганов, что говорит о том, что скифы здесь тоже жили, но множество подобных, скажем так, искусственных или естественных сооружений нужно исследовать дальше, чтобы понять, а это действительно естественное образование или все-таки искусственное.
Речь идет, конечно, мы сейчас выйдем на пирамиды, которые существуют в этих районах, так как в этих же Жигулевских горах такое загадочное явление, как существует как внезапно возникающие в ночном воздухе столбы жесткого света. Внешне они выглядят как светящиеся вертикальные колонны длиной до нескольких километров и диаметром до метра. Одно из таких сообщений поступило в 2005 году из района села Подгоры. Кстати, изредка в таких местах наблюдают не светящиеся, а черные колонны, тоже висящие в воздухе. Вот перед вами примерная иллюстрация этих явлений, но суть же в чем? Такое явление чаще всего наблюдается над восточной частью Жигулей. И не только в Подгорах, а, например, также в Ширяевском овраге, в районе источника Каменная чаша. Самые ранние рассказы об этой жигулевской загадке упоминаются Дмитрием Садовниковым и датируется примерно 1870-1875. Вот примерное описание. Только вдруг нечаянно глянул он влево, батюшки, свет над горой. А свет над горой разгорается и словно столбом стоит. А потом от стариков он слышал, что это хозяйка Жигулевских гор после Ильина дня выходит ночью погулять. И свет из двери ее подземной горницы всю ночь над горой столбом стоит. Но в чем же суть? Суть в том, что подобные источники света фиксируют над пирамидами. Вот в центре это Боснийская пирамида, по бокам это американские пирамиды, которые опять же в определенное время испускают столбы света. О чем это нам говорит? О том, что Уральские и Жигулевские горы не всегда это горы, а скорее всего там есть и пирамиды. Не только естественного, но и искусственного происхождения. Вот я просто нажал пару кнопок и увидел, что Самарская Лука в районе Царевщины, и подобная гора очень похожа на пирамидку. То есть это все нужно продолжать изучать. Это все изучено очень мало. Известна гора Койб, это опять же Урал, которая подозревает, что тоже пирамида, тоже рукотворная. То есть огромное количество материалов, которые нужно продолжать изучать. То есть нет смысла ездить по всему миру, когда у тебя рядом ничего не изучено, не открыто. При этом все горы являются с тобой источник уникальных аномальных явлений. А еще в преданиях говорится, что подземной волшебницей служат таинственные существа, странные белые карлики. В былинах они именуются чудью подземной. О них также говорится, что эти создания так прозрачны, что сквозь них видны деревья. Они могли внезапно исчезнуть в одном месте и тут же возникнуть в другом. Как и старцы, карлики могли словно бы из-под земли появиться перед утомленным пешеходом, чтобы вывести его прямо к дому, а затем сделать доброе дело на его глазах, словно раствориться в воздухе. То есть опять какие-то техномагические способности, то есть может какие-то покровы, которые позволяют им перемещаться быстро или делаться невидимыми. В легенде, записанной в середине 19 века, тоже упоминаются эти карлики. То вот человек с маленького роста, с костлявым телом, с кожей, покрытой чешуей, с огромными глазами, мертвящим взглядом и таинственным свойством к перемещению сознания из тела в тело. Последнее, видимо, означает наличие у подземных жителей телепатических способностей. Но интересно, что подобные явления проявляются по всему миру. Похожие рассказы существуют о странном народе Чуди, который обладает уникальными знаниями по обработке металла. Легенды об этом народе существуют во всех горных областях России, на Урале, Алтае, на Кольском полуострове. По преданию, древний народ Чудь сам по неизвестной причине ушел в подземное царство, затворив за собой дверь огромными валунами. Причина, я думаю, уже известна: наступление темных времен. И пока человечество не вернет себе разумность, конечно, нет смысла появляться на белом свете у нас на поверхности. А для того, чтобы люди стали разумными, мы занимаемся просвещением, то есть показываем то, что забыто, но существует. В 16 веке польский историк Станислав Сарницкий утверждал, что у русских имеются легенды о богатырях-полубогах, то есть гигантах, перевожу на русский язык, погребенные в горных пещерах, которые пронизывают всю территорию Руси. Мы это тоже прекрасно знаем, и многие источники это подтверждают. Но вот интересное еще подтверждение. Письменные источники Тюксбергского монастыря содержат такие угрожающие строки.
явился некий народ, называемый тартарами, сынами Измайловыми, вышедшими из пещер числом до 30 миллионов и более. Тут еще одно свидетельство, опять же ссылки на материалы в описании. Мусульманское посольство, прибывшее к королю Францию Людовику IX в 1238 году, сообщало, что с северных гор устремилось некое племя человеческое, чудовищное и бесчеловечное, и заняло обширные плодородные земли Востока, опустошило Великую Венгрию и с грозными посольствами разослало устрашающие послания. То есть опять горы. Вполне вероятно, что, конечно, у страха глаза велики, и все-таки они не выходили из горных пещер, а просто перешли те же Уральские горы. Ну, это такие скифы, сарматы, моголы, тартары, что это те же самые славяне. Я делал отдельное видео, оно будет в конце, в заставках к этому видео и в ссылках к этому видео тоже. Перейдите, ознакомьтесь, кто первый раз. То же самое, многие скажут, так, изучались ли пещеры, которые там существуют во множестве в этих горах? Ну, изучались, например, Жигулевские пещеры. Вот рассказ одного из сотрудников особой партии Волгостроя. Чем дальше мы шли, тем больше замерзших экспонатов этого странного подземного музея нам встречалось. Вот перед нами в глыбе льда возник еще один медведь, какая-то огромная птица, вот лось, вот олень, еще один медведь. И еще какие-то вовсе уж непонятные звери. Настоящий подземный пантеон. То есть для того, чтобы строить гидротехнические сооружения, изучались район тех же Жигулевских гор, изучались эти пещеры, находились вмороженные в лед. И понятные звери, вообще непонятные. Притом такие свидетельства были неоднократные. Вот рассказ другого сотрудника особой партии Волгостроя Виктора Агеева об изучении ширяевских штолен в Жигулевских горах. В дальнем малоизученном Штреке группа вдруг неожиданно попала под обвал. В конце концов наружу выбрали все, кроме Агеева. Он-то выбрался, но через 5 дней. Вот что он рассказал уже фактически на склоне лет, потому что боялся, что, конечно, его примут не совсем за адекватного человека. Когда неожиданно случился обвал, знакомый выход из штольни оказался заваленным. Я стал пробираться вперед по узкому лазу, где раньше никогда не ходил ни я сам, ни кто-либо из известных мне исследователей. После долгих блужданий под землей я в конце концов вышел в обширный зал, отдельные углы которого были заполнены льдом. В темноте этот лед светился слабым голубоватым сиянием. Я вошел в узкий коридор, у стен которого стояли огромные ледяные блоки, тесно прижатые друг к другу. Это были именно отдельные блоки, а не сплошная ледяная стена. А почему блоки? Потому что самое удивительное, что в сердцевине каждой из этих громадных колонн занимало некое существо, словно вмороженное в лед. Таких ледяных кристаллов здесь, видимо, было много тысяч, и внутри каждого из них неподвижно висели невиданные фантастические монстры. Описать эти существ чрезвычайно трудно. Мне запомнилась большая голова, нависающая над телом, огромные фасеточные глаза на выкате и крупная надлобная шишка, маленькие прижатые к животу руки с 3 пальцами. Туловище что-то вроде мягкого кокона, свернутого в трубочку, а также поджатого к животу. То есть, это примерная иллюстрация того, что было им там увидено. Плюс для того, чтобы выбраться, он попал в какой-то телепорт. Потому что вот там были какие-то световые пятна. Вот он рассказывает, обойти их не было никакой возможности. Я ступил в центр светящегося пятна. В тот же момент что-то чудовищное со всего размаха ударило меня по голове. И после этого снова наступил провал в памяти. Очнулся я уже на вершине Поповой горы, что примерно километров 10 от Ширяева. А уже потом я узнал, что мое путешествие под землей заняло 5 суток. То есть это свидетельство тех, кто как раз и был под землей. Причем в не таких уж и глубоких глубинах. Но если вы думаете, что это единичные случаи, то вы ошибаетесь. Местные предания гласят, что не только в нынешние, но и в прежние времена люди не раз видели над Самарской Лукой некие летающие огненные шары, примерно 2-метрового диаметра с хвостиком. Я подтверждаю, тоже изучая этот вопрос по всему миру, есть такие даже видеозаписи в наше время, когда светящийся шар, а у него небольшой хвостик. Урочище Гремячее
С этим-то местами связано множество легенд и мифов, выводящих исследователей на еще одну таинственную подземную расу. Согласно местным преданиям, в здешних пещерах вот уже много тысяч лет живет карликовый народ, который здешние чуваши называют убедей-туале. Это словосочетание можно перевести как человек, мохнатая обезьяна, а также человек-филин. Представьте себе карлика ростом не выше пупка среднего человека, но с огромными глазами и с лицом, покрытым не то шерстью, не то перьями. По-чувашски их именуют путавка-бусь, что как раз и означает огненный шар. Путавка-бусь обычно летает медленно и недалеко от поверхности Земли. Но самая невероятная часть этой легенды гласит, что эти огненные шары могут превращаться в человека. Ну, здесь ничего удивительного для тех, кто смотрел мое видео «Летающие люди». То есть по всей Земле и все связано с горными массивами. Есть свидетельства про необычных существ, которые выходят из-под земли как раз с горных вершин, летают, превращаются то в людей, то в каких-то звероподобных существ. Может для того, чтобы как раз, ну, скажем так, скрываться от людей, что они тоже люди, чтобы пугать. Они обладают телепатическими способностями, силой, многими умениями и описаны фактически во всех мифах и легендах. Перейдите, будет очень интересно. Фильм мой про летающих людей по всему миру. Давайте сделаем выводы. В России между Жигулевскими и Уральскими горами существует множество аномальных явлений, которые на сегодняшний день очень мало изучены, но известны уже с древнейших времен. Так все легенды содержат информацию о том, что под горами живут различные виды живых существ. Волшебники и волшебницы, карлики и люди-филины. Они периодически появляются на поверхности и проявляют свои техномагические способности. Именно поэтому возле горных массивов очень часто фиксируют НЛО, которые появляются и исчезают из-под земли. При этом такие явления характерны для многих горных массивов по всему миру. Также в горных массивах очень часто встречаются миражи различных строений и целых городов, которые висят в воздухе. Вполне вероятно, что это хрономиражи или проявления летающих городов. Также частым явлением в горах являются световые столбы, которые в других частях света фиксируются выходящими из центральной части пирамид, что делает возможным наличие неизвестных пирамид в горных массивах не только в России, но и по всему миру. И для подтверждения этих фактов нужны дополнительные исследования. То есть информации много. Если ее начинаешь собирать, понимаешь, что такое же происходит по всему миру. И то, что это происходило и раньше, происходит и сейчас. Значит, существуют те неизвестные живые формы, про которых мы мало знаем. Но нужно собирать эту информацию и продолжать исследования. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.